привет! YouTube, привет! Это наше первое видео с нарезками. YouTube, всем привет! YouTube, добро пожаловать! Спасибо большое, что тыкнули на видео, блядь. YouTube. Смотрите, какие у нас, собственно говоря, видосы есть на выбор. Притворился алкоголиком и попал в секту, притворился бездомным и попал в рабочий дом. Терка выяснила секретную теорию на ВЗ. Вот это хотите? Я ПВЗ, да, бы тоже бы, наверное, посмотрела. Блин, я поэтому, вот знаете, из-за этих вот всяких видосов и не стремлюсь там, знаете, в ПВЗ работать. Бля, я бы не вывезла, наверное. Потому что просто, прикиньте, ты вот так вот стоишь, работаешь, какая-то бабка просто, ну, ты приходишь, начинает тебя вещами кидаться, швыряться. Идем ПВЗ тогда, будем смотреть ПВЗ еще. Все ПВЗ у братишкина видела, там не часть, так новая серия Дом 2, а то и хуже. Вот я тоже, я смотрела, как братишкин смотрел предыдущий видос про ПВЗ, да, там вообще... Я бы эту бабку вшатал, думаешь? Тоже бы вшатал? Я бы вшатала, думаешь? Ты на меня посмотри, рост... Повезло. Спасибо большое, аноним, за 10 рублей, спасибо. Ты на меня посмотри, рост 1,63 м, 42 кг. Мне кажется, меня бы, мне кажется, бабку ушатала. Но я так смотрю, знаете, вот эти вот видосики, типа, и я думаю, что бы вот сделала я, да, типа, там, вот, будь я на месте сотрудника. Я так думаю, это, конечно, ужас какой-то там. YouTube, всем привет, спасибо большое, что смотрите и тыкаете на данный видеоролик. Приходите, пожалуйста, на мой Twitch канал Кнопик. Я буду рада очень тут вас видеть. Всем привет, YouTube, здорово. Вот. Переходите, у нас тут много, короче, всего. С просмотром видоса затягивать не будем. Короче, приходите на стримы. Здорово, мои дорогие бублики! Наконец-то я соизволил вывалить свой жопный коленвал за периметр дивана и настроился на конкретную цель, суть которой сделать так, чтобы ваше лицо немного покорежило от количества пережитого стыда за других субъектов, припердевших пункты выдачи. Случаев, когда недовольные тети сраки и подворотные ухогрызы устраивают гортанный бунт на публике, довольно много. А значит, нам будет над чем поработать. Это новый выпуск. Присаживайся поудобнее, располагайся и готовься вкушать новый контент. YouTube, привет, гнида. За что вы ненавидите так YouTube, я не понимаю. Мы первый раз с ними поздоровались, вы уже их ненавидите. Приятного просмотра. Для начала даже неизвестно, понимаете, даже неизвестно еще, тыкнет ли кто-нибудь на YouTube нарезку, понимаете? Но если кто-то тыкнет, то спасибо вам большое, конечно, но все равно сам факт. По лайтовому. Данный гражданин, а по совместительству посетитель Озона... Нарезки для лохов, ребята, но нарезки кормят. Будут, надеюсь. Я тогда сам себе привет передал, считай, что... Пришел за своей покупкой и решил проверить ее перед тем, как забрать. Как следует покрутив субъект своего интереса, он решил, что часть где... А вот, кстати, знаете, я когда прихожу, короче, за товаром, то есть там куда-нибудь, не знаю, на Озон, на Wildberries, я прихожу, просто забираю и ухожу. Типа, я даже товар по факту не смотрю, я просто приду такая, QR-код, такая, здравствуйте, все, спасибо, да, я забираю, все, до свидания, и ухожу домой, блядь. Необходимо оплачивать товар не особо важное, посему принял решение благополучно съебаться из пункта выдачи. Сотрудница, заметившая, как парень показывает косплей на новоиспеченного отца, решила его догнать. Смотря на эту ситуацию, в моем... Вот, кстати, я про этот момент еще думала, я такая, типа, вот... Тоже ума у продавца хватило, то есть вот она побежала за вором, но вдруг это мог бы оказаться отвлекающий маневр, и когда она убежала, то в этот момент мог забежать, например, второй вор, просто прибежать на склад, все и убежать. Ну, не продавец, а, да, сотрудник пункта выдачи. В мозгу возник лишь один вопросик. В какой именно момент данный витринный образец в кедах решил, что просто убежать с товаром — это гениальная затея, о которой никто не узнает. Не удивлюсь, если он считает, что людей не выбрасывают в открытый космос с поверхности нашей Земли, потому что мы все прикреплены к... Их по двое работает, если что, Алена. Ну а почему тогда она побежала, а не кто-нибудь другой? Где ты нам второго сотрудника видишь? Если что, у меня, например, на ПВЗшках, на которые я приходила, там всегда только один сотрудник. Но при этом всем на некоторых ПВЗ я видела по 2 сотрудника. Но как, блядь, я, например, к себе не приду, там всегда один сотрудник, блядь. Клиники. И, конечно же, нашего карманного разбойника задержали городские стражники. И... Poison, ребятки, либо Яндекс.Маркет на крайняк. Я с Poison никогда ничего не заказывала, но у меня оттуда знакомые заказывали. Но Яндекс.Маркетом я пользуюсь только, например, если заказываю какую-нибудь технику. Ну вот, технику или что-то вот подобное. Кстати, плюс в чат, блядь, если кто-то с Яндекс.Маркета тоже именно технику заказывает. То есть мне, например, страшно заказывать технику, какую-то крупную, особенно на Яндекс.Маркете. Ну вот я на Яндекс.Маркете еще брала вот кресло, получается,
Стеллаж, но это потому что в сплит, типа, можно было, а мне это как бы, вот камеру, например, вебку я брала с Яндекс.Маркет, потому что мне это срочно надо было, а денег не было, поэтому я сплит покупала. Технику на Пойзоне можно купить, самый дешевле будет. Ну, это сколько, доставка месяц с этого Пойзона? Наглядно А объяснили, чё не в ДНС? Ну, во-первых, потому что в ДНС там может быть просто-напросто дороже товар, плюсом ко всему, типа, мне удобнее, например, чтобы мне привезли на ПВЗ, который прям, ну, считай, возле моего дома, чтобы я туда как бы просто банально сходила, чем я поеду именно в город и буду именно оттуда забирать, либо переплачивать, типа, за курьерскую доставку. Вот и все. Как бы я, например, заказываю там, если Яндекс.Маркет, то там много очень хороших вариантов техники, и, типа, в принципе, не так уж и дорого. Плюс ко всему там всякие промокоды, там всякие акции, там еще получается какая-то в Яндекс.Маркете там рулетка или что это, какое-то колесо типа удачи или что-то подобное, вот они сделали, там всякие промокоды можно выбить, типа прикольно. Я заказываю по 100 покрышек и по 200 килограмм навоза. Нормально, Никита, самое то, слушай, самое то. Недели 2-3 смотря у какого продавца покупать. что навыки гаджетов как крайне Алик, хуёво почему? работают за пределами Тамриэля. Исходя из ситуации, которую вы только что увидели, запомните одну вещь. Мораль — это не телефон из магазина, а значит, ее можно и вынести. А мы идем дальше. А я помню, я как-то раз заказывала, короче, типа, знаете, я заказала набор всяких, ну, просто набор бижутерии, то есть там кольца какие-то, знаете, серьги, еще что-то подобное. По итогу, короче, я прихожу это забирать, а я так ждала, потому что у меня никаких новых колечек, у меня, знаете, у меня никаких там новых цепочек. Я прихожу это все забирать. Каково было мое удивление? Я беру, я там заказывала несколько товаров, я беру конкретно, ну, вот этот товар, который должен подразумевать кольца, да. Я вот так вот смотрю, переворачиваю на другую сторону, а там именно, знаете, вот этот прозрачный слой пакета такой. Я смотрю, там просто шнурок. То есть кто-то до меня заказал, видимо, бижутерию. Спил ее и положил туда шнурок в пакет. Хотя, как бы, ну, бижутерия, это там, ну, то есть это прям нужно было человеку сделать прям на столе, получается, где выдают заказы, то есть где выдают товары. Прям на столе, то есть, получается, человек это должен был сделать. Потому что это невозвратный товар. Может быть, это вообще на складе, кстати, заменили, подменили, хуй знает, короче. Я вибраторы на ВБ заказываю. Ой, Лер, тебе сколько лет, что ты вибраторы там заказывала на Wildberries? Нет, там, знаешь, Дань, там просто такой пакет был, типа, ну, для мелочевки. Я вот, кстати, ну ладно, похуй, уже не буду ничего показывать. Ну, короче, и там просто вместо колец там просто лежал какой-то шнурок, блядь. Без завода так упакован был. А кольца где? Типа там пакет, он, вот это, знаете, зип-пакет база, типа вот такой. И вот так вот открываешь его, и как бы по идее там должны лежать кольца, там, ну, вот всякая такая безделушка, там просто какой-то шнурок, блядь, лежит и все. Что делаете, женщина? Вы что делаете? Зачем мне подсунул чужой халат? Блин, ну какие у нее, конечно, реснички, губки красным она накрасила. Типа дарить кольцо. Можешь мне задонатить? Такая Из того, сучка. что мы лицезрели, Вот это я видела, да. выглядит как самая агрессивная прелюдия. Не уверен, что у сотрудника в расписании между приемкой товара и выдачей стоит обязательный прием необходимых микроэлементов. Однако наша самка верблюда, она же верблядь, так не считает. Поэтому решила поделиться своим сифозным выделением, не отходя от стойки выдачи. Фу, а вот, блин, если так подумать, тут просто... Это ее дочка еще тут сидит, или кто это? Просто, прикиньте, в тебя какой-то рандомный чел просто взял и плюнул. Блядь. Мало ли чем он болеет. Фу. Гадость. Вы зачем халат воруете? Ты мне зачем? Вы зачем халат воруете? Чужой халат. Судя по тому, как неуверенно она пытается Оно маленькое оказалось. Нет, не надо тогда. Ты же его для мамы, а не для меня покупал, правильно? Я теперь гуглить буду. Да, я вот, кстати, сколько таких видео не смотрела, вот каждый раз, когда там, знаете, женщина с ребенком, например, приходит, или отец с ребенком, я вот просто на это смотрю, ну ладно, хорошо, тебя разозлил сотрудник ПВЗ, окей. Типа, тебя разозлил сотрудник ПВЗ. Ты начинаешь на него выебываться.
Но ты же должен, наверное, понимать, то, что с тобой рядом стоит ребенок, здесь в помещении висят камеры, и то есть это все записывается. И то, что чисто в теории, смотря на то, в каком веке мы живем, в каком году и так далее, это все может распространиться по сети интернет. И ты типа при своем ребенке так себя ведешь. И просто потом, когда это увидят там одноклассники твоего ребенка, еще там кто-нибудь, твои знакомые, возможно, какие-то друзья и т.д., ну это стрёмно, просто ребенка загнобят в школе нахуй. Отобразить злость на сотрудника ПВЗ за то, что он якобы положил ей чужой халат, она слегка лукавит, не договаривает, умалчивает какую-то информацию, либо просто пиздит. Ну, конечно, можно представить и другой вариант, в котором сотрудник придумывает план подмены халата клиентки ПВЗ, при условии, что в этом плане не предусмотрен вопрос «а зачем?». Тем не менее, думаю, мы обязаны увидеть продолжение. Вы вчера со стола халат сорвали. Что? Просто Что вы делаете? Что вы делаете? так если кольцо с брюликами, ты возьми, продай его. Мне его дарить-то. Что вы? Вы что, ебали, что ли? Вы что творите? После она решила перейти в режим артиллерии, попутно заряжая в ПТОшку все, что нащупают ее руки-загребуки. Сомнений в том, что она свистнула халат и решила замести баребухи раздора в угол молодого парня, у меня нет никаких. Ее актерские навыки выдают себя. Так выложи его куда-нибудь на Авито, например, кольцо, или просто человек может подъехать сам к тебе и забрать По его. полной. Мне такое Смотреть. заметить несложно. У меня 3К часов Escape from Tarkov. Поверьте, в хуевой игре я разбираюсь. А нам, на мой раскосый взгляд, уже пора переходить к основному блюду. Вообще, как я посмотрю, сегодня у нас не просто Просто за что? Думаешь, купят? Ну а почему нет? Я решила его судьбу быстро. Мне в дар отдай. видео, а сборник лучших региональных приветствий в пунктах выдачи. Что именно заагрило дубленочного буйвола, к сожалению, осталось за кадром. Но лично мне очень хотелось бы знать. Чего? Там чел депает, что ли, или чё? Чё у него на телефоне? Нормально ты будешь у себя разговаривать, у себя дома. Ты понял? Ты не на рабочем месте. Подожди, я запутался. Если по твоей логике он сейчас не дома и не на рабочем месте, где Слотики, он? да. Судя по дате 7 января, вероятно, что нашему анальному смутьяну сегодня по приказу генерала Белки нужно было в срочном порядке разъебать в бетонную паутинку ближайший пункт выдачи. Извините, другого варианта у меня Клэш Рояль он играет? просто да? нет. Однако нашего трудягу-сотрудника такие вопросы не волнуют. Посему он Разве? решил скоординировать боевую забулдыгу в корректном направлении атаки. Нахожусь на рабочем месте, что орёт на меня? У тебя не то что раз, тебя пора. Что там нахуй за обои в Ты чате? поняли? Ты кого сказал? Оттуда дошли! Успокойтесь! Ты кого? Я... Пошел, а? Да идите, Ты кого пошел? да идите отсюда, бешеный! Ты кого пошел? Если его действительно интересует ответ на данный вопрос, Мне больше интересно, что там у человека, знаете, в телефоне, чем то, как его на пиздят. тебя, синявка ты дубовая, то насколько этот пещерный тролль верит в себя и не верит в уголовный кодекс, меня даже смешит. Не, ну- Всем своим он показывает желание ближайшего зеваки Почему более сотрудники, равного которые по силе работают на ПВЗ и все на духе, они не носят с собой персовый баллончик, например? Потому что в связи с тем, что Wildberries сезон и так далее не предоставляет никакой по факту охраны на ПВЗшках и вообще, ну, то есть, да, в целом, короче, особенно Wildberries, никак не озабочены именно безопасностью сотрудников, почему сотрудники сами, например, ну, просто хотя бы максимум, что они могут сделать, это персовый баллончик с собой не таскают. Привет, Планктон. накидать ему минеральной ваты в поддувало, но его желание, как мы увидим, только набирает обороты. Что по лицухе? Полицию вызвали нормально, иди отсюда давай! Он нож взял. Иди отсюда! Я сейчас полицию вызову, вы что, нормально что ли? Вы что, я вам... Вы зачем? Ты кого зачем? Дайте мой телефон. Дайте мой... Видно, что пацан, причем еще намного младше. Ну, то есть, он наш ровесник, может быть, если не младше, потому что у меня, например, у друга было ПВЗ, и он как раз-таки, то есть, ПВЗшка, типа, ну, он на ПВЗшку брал даже несовершеннолетних ребят.
Если так завалиться просто, типа, и начать гнать, ладно, там, если бы какой-то взрослый, может быть, человек был бы, что все равно не окей, не нормально, но сколько ума надо, блядь, чтобы на пиздюка гнать? Ты кого зачем? Ну раз ты очень любишь такие вопросы, отвечаю. Он заснял какого-то долбоё. Возможно, увидев такое со стороны, он бы это понял. Но это уже не важно. Угроза расправы, использование канцелярской сабли для устрашения, а также рукоприкладство гарантированно заставит его ответить перед законом. Успокойтесь, когда вы просто подошли. Я нахожусь на рабочем месте. Зачем вы... Ты кого послал? А? Стою при вас. Да, он нож, вот здесь лежал канцелярский нож, и он взял канцелярский нож отсюда, прикиньте, блядь, и на пиздюка пошел. Удаляй! Ты что, я не видел? Прикиньте, да, вообще, прикиньте, блядь, что у человека вообще в голове, это просто... При вас, да? Смотрите, смотрите, вообще, да, просто. Чё, а он, да, канцелярский нож, если чё, это хуя не шутки. Вообще, представляете? Прикиньте, вот так вот, просто чел вот так вот взял. Все, удаляй! Не знаю, на что рассчитывал орангутан удалением видео с телефоном, если у ПВЗ есть камера наблюдения. Да. Нет, на самом деле план очень хороший. Жаль, что хуйня. Далее пивной огрызок угрожал острым предметом, заставлял молодого парнишку удалить видео, после чего решил выступить со своим невероятно умным замечанием. И что, сука, больше? На никого не ссылал, понял? Просто, причем, просто понимаете, сколько конченых людей на планете Земля. Человек просто стоял, работал, к нему просто свалился какой-то больной ублюдок с ножом. Взял нож, начал ему угрожать. Просто какой-то рандомный дядька. Ты что, раз только услышал, блядь? Я тебя убью здесь, ты понял? Не я так другие ударят. Сам, Нормально. Насколько сильно свистят подшипники у нашего героя антирекламы употребления самогонки во время вынашивания, Какой думаю, вы и так вопрос? заметили. Полиция же заявила, что посадит на бутылку правосудия нашего 62-летнего абрыгана. И я надеюсь, что его старое дырявое пукло станет прибором для измерения диаметра горловины 19-литровой Приятного баклажки аппетита, для Никит. кулера. А если вы думаете, что в этой ситуации есть только одна сторона, вы ошибаетесь. Посетителя не оправдываю, но парень тоже не прав, что послал. Сейчас на посылают и Просто база. Просто база. Просто база. Я ругалась, короче, как-то раз в телеграм-канале нашего города с одной... Короче, не с одной, там с некоторыми людьми. В общем, была такая ситуация, что запостили в телеграм-канал нашего города историю о том, что к девушке, короче, начали приставать лица нерусской национальности. Вот, короче, избили ее парни, избили ее друга, начали, короче, к ней что-то там, знаете, ну, как-то тоже какие-то такие насильственные действия проявлять. Просто я захожу в комментарии, все это прочесть, пишет, а чем девушка думала, когда фак им показывала? Если что, фак она им показала, потому что они начали, типа, ну, как-то на нее кричать и начали как-то, ну, короче, их оскорблять просто. Она им показала фак. Что происходит далее? То есть чувиху, ну, на них нападают, в комментариях не пишут о том, что вообще как так можно, да, напасть на незнакомых людей. Нет, там пишут типа, ну, девка тоже такая умная, чем думала, когда Типа, их не винят, блядь, тех людей, которые, типа, попытались как-то ответить, блядь. Ну, то есть почему им можно, да, то есть идти, например, и оскорблять? Им можно, например, там, я не знаю, пойти там кыскать и все в этом духе делать. Почему человек должен идти это и терпеть? Здесь проблема не в том, что как там, например, девушка, знаете, отреагировала на это или что она им ответила. Здесь проблема в том, что в принципе такая ситуация происходит, потому что это ненормально. не думать, что за это отхватить можно от души. Интересно, сколько мужчин сдержали бы себя в руках после И здесь вот таких просто слов? та же самая ситуация, что здесь опять вот додумались как-то, вы знаете, обвинить пацана в том, что
То есть мужчина к нему подошел, и мужчина на него начал быковать, не просто быковать, а нападать. Ну, во-первых, данный вазелиновый субъект сам с нулевой секунды начал разборку, а во-вторых, Ильнара задумалась о том, сколько мужчин сдержит себя после такого, но момент того, способен ли нормальный мужик кидаться с кулаками на парня, который выглядит как подросток, она решила тихонько не заметить. Ой, как интересно. Да, это вообще ненормально. Данных комнатных судей, думаю, можно не слушать. Слушайте лучше Крошку Енота, потому что я всегда прав. Кроме тех ситуаций, Там же где платятся вообще копейки конкретные. Ну, чаще всего это близость к дому. Это все-таки там есть, ну, такие ситуации, конечно, плохие случаются, но как бы на любой работе по факту может случиться какая-то из ряда вон выходящая ситуация. Но также, помимо всего того, помимо всего прочего, что это близко к дому, чаще всего эти ПВЗшки у всех находятся близко к дому, на которых они работают, то, помимо всего прочего, также это доступность какая-то. В ТикТоке там дофига видосов, как, типа, знаешь, ребята сидят и просто смотрят сериал на смене, потому что никого нет, они просто смотрят фильмы, играют во что-нибудь даже, да, вот, и люди чаще всего там насмотрятся на подобного рода какие-то, ну, видосы, и думают, что если они пойдут работать, то у них будет такая же лафа, например, но по факту это так не работает. Вот, что еще, почему они идут туда? Ну, плюсом ко всему, это чаще всего также подростки, потому что, я говорю, вот у моего друга на ПВЗшке также подростки работали, то есть на ПВЗ. Потому что, не знаю, может быть, как им казалось, это не такая уж и сложная работа, зато доступная. Не знаю. все-таки ошибся. А я думаю, нам стоит закончить данный выпуск на более позитивной ноте, ведь отпускать вас с плохим остатком на душе я не собираюсь. Девушка, у вас видно, что там за товаром? Я это видела, кстати, в ТикТоке. Плюс написано просто и все. 18 плюс товара не можем смотреть. На самом деле довольно любопытно, видит ли сотрудник, какой именно товар Приятного пришел. аппетита! Поэтому, дорогие бублики, кто шарит, жду ваши ответы в комментариях. Ну, кстати, на Валберес, конкретно на ВБ, там видно, короче, что заказывают. Они даже видят то, что ты только заказал, что, то есть, находится в пути, потому что у меня было такое, что я пришла, получается, на ПВЗ, и, типа, я забирала какие-то товары, а мне шли еще товары, и, то есть, ну, вот для свинок как раз-таки. Не для свинок, мне шел этот тостер, вот, который мне Алла дарила, вот он мне шел как раз-таки, потому что я его по сертификату взяла, по подарочному. И то есть, пока я забирала другие товары, девушка такая говорит: ой, вот там, кстати, тостер вот заказали, ну, типа, она какой-то своей знакомой рассказывает, привет, всем привет, ребята, она какой-то своей знакомой рассказывает, то, что, ой, вот, кстати, моей там, типа, вот, там девушка видела, типа, тостер заказала, или что там, вафельницу, по-моему. И она говорит, такая, вот, я тоже хотела, думала купить, бла-бла-бла, то есть, ну, типа, им видно прекрасно, то есть, что ты покупаешь и что идет. А вот на Озоне, кстати, нет. А вообще такая ситуация рядовая, и тут нет ничего необычного, кроме того, что будет дальше. Да, это видела. Я пойду проверю. Проверяйте, конечно. Ну, понятно, наверное, ремонт затеял. Тоже так интересно, знаете, и девушка именно изначально, перед тем еще, как этот мужчина пришел к ней на ПВЗ, она решила включить камеру. Вот прям как знала, знаете, то, что у него там что-то такое будет. Проверяет работу дрели. Узнав, что товар 18+, Да, и да, услышав кажется, звук мне проверки тоже этого кажется. товара клиентам, у меня только один вопрос. Интересно, а этим можно кидаться на концерте Ивана Зола? Все, я забираю. Все, могу списывать? Ну да. Хотите можно? Да, берите. Ну, спасибо. Пожалуйста, до свидания. До свидания. Ну заебись, хорошо, что все работает. Как говорится, желаю приятного ремонта, но особо тоже не долби. Вообще, данная видеокарточка очень похожа на постанову. Тем не менее, мне все равно данный случай показался довольно забавным. И я считаю, что это отличная концовка, потому что я хочу пожелать вам, чтобы если у вас и были какие-то невероятно странные ситуации, пусть они хотя бы будут веселыми. Ну, прикольный видосик. Прикольный видосик. Крошка Енот молодец. Что тут еще у нас есть?